Всем привет! Сегодня у меня день, посвященный фиалкам. Рассаживала я вот таких деток по отдельным стаканчикам, отделяла их от материнского листа. Некоторые детки уже достаточно подросли, и наконец-то их нужно было уже рассадить. Показываю я это к тому, что некоторые задаются вопросом, а можно ли пересаживать, рассаживать летом фиалки, приживутся ли детки, можно ли укоренять листы. Я делаю это в любое время года, хоть зимой, хоть летом. Сейчас покажу поближе. Вот такой вот, например, экземпляр. Это я оставила для примера вам показать. Сейчас я тоже буду рассаживать этих деток по отдельным стаканчикам. Здесь в одном стакане сидят несколько деток, 3 или 4 детки. Вот такие они уже переросшие, их давно уже надо было рассадить. Материнский лист здесь пропал. И вот они теснятся в одном стакане. Такие вот крупные, хорошенькие розеточки. Они же не будут сидеть все вместе еще несколько месяцев до осени. Конечно же, их надо рассаживать в срочном порядке сейчас, по отдельности. Поэтому неважно, летнее это время года или нет, если надо, то надо рассаживать. При условии правильного ухода за ними. Если детки маленькие, слабенькие, то я ставлю их в тепличку. Вот такая вот детка, например, стояла у меня в тепличке, адаптировалась. Она уже окрепла, и я ее уже буду доставать из теплички. Либо под пакет можно поставить, либо вот такие вот прозрачные емкости я беру. В тепличке создается оптимальный микроклимат, оптимальная влажность, и детки быстро адаптируются и трогаются в рост. Быстро приживаются. Если детки уже подрощенные, то тепличка не нужна. В такое летнее время я стараюсь делать все пересадки к вечеру, когда температура немного снижается и не так жарко. Главное создать благоприятные условия. Они у всех разные, и нужно приспособиться именно к своим. Где-то притенить фиалки, если это требуется, где-то увлажнить воздух, если он слишком сухой. Я рассказывала, как помочь фиалкам в жару, что для этого нужно, чтобы они не пропали. Ссылочку оставлю в описании внизу под видео. Как облегчить фиалочкам этот жаркий летний период. Поэтому, если, например, фиалка истощается, пропадает, загнивает, то тянуть до осени все это дело неразумно. И начинать работать с такой фиалкой нужно уже сейчас, иначе она просто пропадет. Другое дело, конечно, если нет явных проблем с фиалкой, с этим можно повременить до осени. Например, мы знаем, что фиалочку пора уже пересаживать, менять грунт на новый. Но если она цветет, у нее хороший тургор, нет проблем, то можно, конечно, пересадить и в начале осени. То есть в таком случае можно и повременить. Ну, а этих деток сейчас нужно будет расставить, найти место, куда их поставить. Это один из подоконников. На нем стоит такая двухъярусная полочка. Она заставлена.
места нет. Немного, может, отсвечивает от окна. Здесь стоят и цветущие фиалки. Снизу на самом подоконнике стоят детки, листы на укоренение. Но сейчас, может, снизу немножко сдвину поплотнее друг к другу их. И часть деток поставлю сюда, а часть на стеллаж под освещение. Там немного места освободилось от тепличек как раз. И на то место поставлю деток. На этом я заканчиваю. Всем красиво цветущих фиалочек, отличного настроения и до новых видео!